Увлекаешься готовкой на гриле или копчением, и может быть, как и мы, планируешь создать свой собственный гриль, а может ты хочешь усовершенствовать свою домашнюю коптильню. Тогда есть отличная новость. На рынок вышел новый термометр премиум качества Therma 300 Premium. Данный термометр создан специально для работы с грилями или коптильнями как горячего, так и холодного копчения. И характеристики у Therma 300 Premium для этого соответствующие. Первое, что сразу бросается в глаза, это большая, хорошо читаемая шкала по Цельсию, без всяких фаренгейтов, которая грамотно и удобно разделена на зоны. Зона копчения делится на холодное и горячее, а зона гриль разделена на слабый, средний и сильный жар. Для удобства все выделено отдельным цветом. Весь корпус и даже прижимная гайка выполнены из нержавеющей стали, а шкала закрыта закаленным огнеупорным стеклом. Отличительной особенностью данной модели термометра является большой диаметр, а это почти 7 см, а также полная стопроцентная водонепроницаемость, которая исключает запотевание стекла со внутренней стороны. Диапазон измерения температуры от 0 до 300 градусов по Цельсию и высокая точность с погрешностью плюс-минус 2 градуса, чего вполне достаточно для использования в кулинарных целях. Чтобы заказать данный термометр, заходите на сайт gradus.com.ua. А также посмотрите на весь каталог товаров, у них там есть много крутых измерительных приборов. А для наших подписчиков есть очень выгодное предложение. При заказе укажите промокод ФВУ и получите скидку 15%. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Друзья рыбаки, всем привет! В данный момент мы находимся на рыбалке в прекрасном месте и решили для вас снять такое небольшое видео. Покажем, как приготовить отличный, один из самых лучших, по нашему мнению, завтраков именно на рыбалке. Мы вот даже если едем на рыбалку там на 3 дня, на 2-3 дня, у нас каждое утро начинается именно с вот этого блюда, потому как оно очень вкусное. Готовится довольно просто, используется не так уж много ингредиентов. Конечно, на первый взгляд может показаться, что тут много всего надо, но это все очень простое, есть в каждом магазине. И большинство из этих ингредиентов можно там один раз купить, и вот они у вас все время лежат в сумке, и вы просто там покупаете уже чисто там всякие овощи, яйца и все. Блюдо называется шакшука. Вот, сейчас мы приготовим шакшуку прямо на рыбалке, вот на природе, так вот как оно есть. Значит, для приготовления шакшуки нам понадобятся такие ингредиенты. Значит, будем исходить из того, что мы берем на это блюдо 5 или 6 яиц. В данном случае у нас был десяток, мы 5 приготовили вчера, и вот у нас 5 осталось сегодня. В общем, исходим из того, что у нас 5-6 яиц. И вот на такое количество яиц нам необходимо взять грамм 600-700 помидор, 2 таких средних луковицы, 1 большой болгарский перец. Если перец небольшой, можно взять там не 1, а 2. У нас был такой довольно крупный, поэтому нам достаточно 1. Также чеснок. В данном блюде чеснок, как говорится, кашу не испортит, поэтому можно смело брать большую головку. Здесь вот целая такая крупная головка чеснока. Также это все мы в конце украсим зеленью. Зелень можно опять же по вкусу. В данном случае мы взяли немного петрушки, немного укропа. Но можно там взять что-то одно, или петрушку, или укроп. Это уже не столь важно. Теперь, что касается специй. Специи в данном блюде это очень важный такой компонент. Из специй нам понадобится, в первую очередь нам понадобится, конечно, зира. Другое название типа кумин. Это один из самых главных ингредиентов. Если вдруг, например, чего-то у вас не окажется, это как бы простительно, но зира должна присутствовать 100% в этом блюде. Также нам понадобится черный перец или, как у нас, смесь перцев, куркума, паприка и какой-нибудь чили. Ну вот у нас здесь есть перец красный молотый, но также можно использовать перец чили в стручке, его просто мелко нарезать и потом добавить в это блюдо. Но у нас есть вот друг нам подогнал вот такую вот пасту. Это паприка с острым перцем в тюбике, то есть уже полностью готовая к употреблению, и имеет нормальную остроту, но в отличие, допустим, от вот этого перца, если этот перец дает просто остроту, то это еще очень вкусная штука. Поэтому друг Силард
тебе большое спасибо за такой подгон. Реально использую во многих блюдах, классная штука. Конечно же, это не реклама, просто реально нравится. Это, кстати, венгерская, настоящая венгерская такая вот паприка. В общем-то, все. И еще один из главных компонентов, но это уже как бы нужно нам будет в самом конце. Это какой-нибудь хлеб. Желательно, чтобы это хлеб был какой-то крафтовый, хороший. В данном случае мы взяли такой вот грузинский лаваш, но это уже тоже не столь важно. Какой хлеб найдете, такой и будет. Главное, чтобы хлеб у вас присутствовал. Значит, первым делом мы включаем огонь. Конечно, это блюдо можно готовить также и на костре, но у нас есть газовая плита, это гораздо удобнее. Не надо вот это вот париться с дровами, поэтому в данном случае плита. Включили огонь, у нас нагревается сковородка. Еще забыл сказать про то, что нам надо масло, но, по-моему, это и так понятно. Если присутствует как бы сковородка, то масло по-любому надо. Значит, берем первым делом зиру. И теперь эту зиру мы вот так вот хорошо растираем. Конечно, можно, ну не то, что можно, и лучше всего это делать в ступке, но понятно, что никакой дятел на рыбалку ступку брать с собой не будет. И поэтому мы ее перетираем вот так вот руками, насколько у нас это получается. Вот. И теперь буквально минутку мы эту зиру вот так вот прожариваем на сухой сковородке. Прожариваем и перемешиваем. Чтобы она равномерно со всех сторон прожарилась, потому что если она будет лежать просто на одной стороне, она сгорит и все. Так, ну вот мы видим, что зира начала уже быть такой румяной. Запах, конечно, очень классный. Теперь сюда мы наливаем масло. В процессе, конечно, мы можем масло еще там добавлять, уже будем смотреть. Но сейчас добавляем такое вот примерное количество. И нам на этом масле нужно будет прожарить лук. После масла добавляем лук. Лук нарезали такими вот мелкими кубиками. Все это перемешиваем и жарим лук до золотистой корочки. Главное его не спалить, потому как паленый лук потом даст горечь всему этому блюду. Всегда помешиваем. Огонь, в принципе, делаем такой, ну, не самый маленький, но и не максимальный, средний. Все, ждем, пока лук у нас пожарится до золотистой корочки. Так, прошло где-то минуты 3. Наш лук, как вы видите, уже подрумянился. И мы можем продолжать. Значит, теперь мы добавляем сюда болгарский перец. Нарезали мы его вот такой вот соломкой небольшой. И перемешиваем. Перец жарим до тех пор, чтобы он перестал быть хрустящим, чтобы он немножко, скажем так, размяк. Когда перец размякнет, мы уже займемся добавлением специй, но это я уже покажу чуть позже. Ну вот, наш перчик размяк, он уже не хрустит, такой реально как протушенный, мягенький. И можем продолжать. Значит, на этом этапе мы начинаем добавлять специи. Что у нас по специям? Ну, добавляем перец. Опять же, это по вкусу, там кто как относится к остроте. И не забываем, что у нас еще будет чили, поэтому с этим перцем лучше не переборщить. Паприка. Где-то столовая ложка. Столько же куркумы. Сейчас давайте это перемешаем. Я уже вижу, что можно добавить масло.
Так, ну по маслу я уже говорил, контролируем это все в процессе приготовления. Возможно, масло придется добавить еще. Теперь мы это все дело солим. Значит, солим мы это блюдо в 2 этапа. Солим сейчас, и потом в дальнейшем, когда мы яйца туда добавим, еще придется посолить отдельно яйца. Это я уже все покажу. Так, что-то у нас эта баночка не очень хорошо работает, отсырела за ночь. Вот, солим тоже, опять же, по вкусу. Кто как любит. Ну, еще будет помидор, здесь грамм 600-700, поэтому можно там соли сильно не жалеть, они на себя возьмут еще. Может, даже там надо будет досолить, но там уже все пробуем, досаливаем в процессе. Так, посолили и добавляем чили. Ну, в данном случае, как я уже сказал, это у нас такая вот пастообразная венгерская паприка. И перемешиваем. Так, сейчас мы будем добавлять помидоры. Сразу скажу, что если вы это блюдо делаете, например, дома, конечно, лучше всего помидоры обдать кипятком и в дальнейшем снять с них шкурку. Но на природе, на рыбалке, понятно, что этим как бы заниматься никто не будет. Это как бы довольно непросто сделать в таких вот условиях полевых. Поэтому мы на рыбалке это все дело готовим со шкуркой. Но особо там на полет это все не влияет. Перемешали все это со специями и добавляем помидоры. И помимо своего томатного вкуса, помидоры нам дадут жидкость. А жидкость в этом блюде это очень важный компонент. Потому как в эту жидкость в дальнейшем вбиваются яйца. Сейчас мы это хорошо перемешиваем. По соли попробуем еще чуть-чуть попозже, когда уже помидоры дадут жидкость. Возможно, еще досолим. Так, перемешали. Теперь важный момент. Берем крышку. Накрываем крышкой, делаем минимальный огонь и тушим до тех пор, пока помидоры не отдадут максимально своего сока, пока не будет максимально жидкости. Ну и потом уже продолжим. Примерно минут через 5 открываем крышку и смотрим, что происходит с нашими помидорами. Если они уже начали давать сок, а за такое время, скорее всего, они сок начнут давать. Вот видите, как в данном случае уже появилась жидкость от помидор. На этом моменте мы проверяем по соли. Угу. По соли все отлично. Острота присутствует. Если нас все по соли устраивает, ничего не досаливаем и добавляем чеснок. Перемешиваем наши помидоры с чесноком. Чеснок, вы не смотрите, что он порезан, на самом деле можно, ну вы даже не то, что можно, в идеале его на чеснокодавилке подавить. Но понятно, что на рыбалку чеснокодавилку никто обычно не берет. И мы вот так вот меленько нарезали. Но он сейчас протушится и, можно сказать, там и растворится. Но вкус свой, конечно же, он даст. В этом блюде чеснок это очень важный ингредиент. Перемешали, опять закрываем и дальше тушим наши помидоры. Ну еще минут через 5 проверим и там посмотрим на ситуацию. Так, ну прошло еще минут, наверное, 10. Открываем крышку. Видим, уже жидкости достаточно много. Помидоры
по идее, уже отдали весь свой сок. Они полностью размякли. Ну, в принципе, вот то, что я говорил, если снять шкурки, оно получилось бы еще более интереснее. Но это уже такой более домашний вариант. Но оно получилось бы более интереснее. Вся вот эта вот масса была бы примерно вот такой консистенции. То есть такая пюрешечка. А так вот присутствуют шкурки, но это не страшно. И, кстати, без шкурок помидоры гораздо быстрее отдают весь свой сок. Но для рыбалки это то, что надо. Даже со шкурками все отлично. Так, теперь мы сюда вбиваем главный компонент данного блюда – яйца. Огонь сейчас делаем вообще минимальный. Яйца вбиваем аккуратно. Так вот разбили. И целенькое яйцо так вот с краешку положили. Второе. Третье. Вот так вот по кругу. Их вбиваем. Четвертое. И как раз по центру можно положить пятое. Вот. Отлично. Делаем самый-самый минимальный огонь. Накрываем крышкой. И не забываем обязательно еще яйца посолить. Я об этом говорил в начале. Посолили вот так вот. Тут уже можно солить немного, чисто чтобы само яйцо подсолилось. Потому как уже все остальное блюдо у нас подсолено так, как надо. Вот так. И можно еще добавить перчика. Тоже не на все блюдо, чисто на вот эти вот желтки. Все, посолили, поперчили, сделали минимальный огонь, накрыли крышкой и ждем. Здесь важно не пропустить момент. Яйца не должны полностью свернуться, полностью свариться. Они должны остаться немного такими жиденькими. То есть желток, белок у нас в принципе будет полностью готов, но желточек должен остаться жиденький. То есть типа как получается в смяточку. Поэтому лучше почаще проверяйте, чтобы этот момент не упустить. И на минимальном огне все это дело дальше готовим. Так, ну прошло минут где-то 5. Проверяем. Вот, идеальная консистенция. Смотрите, если вот потрусить, то у нас жиденькие сами вот эти желтки, а белок уже свернулся. Это как раз то, что надо. После этого нам нужно сделать последний штрих. Взять зелень и вот так вот посыпать это все зеленью. Ну и все. Наше блюдо полностью готово. Ну а кушать данное блюдо лучше всего таким вот способом. Берем хлебушек. Отрываем кусочек. И этот хлебушек вот так вот. Прям вот набираем хлебушком. Это вот яйцо, желточек. И вот так вот кушаем. Невероятно вкусно. И вот почему я говорил, что зира это просто необходимый, один из важнейших компонентов в этом блюде. Потому как вот по вкусу его вот кушаешь, и на фоне всех вот этих вот овощей очень ярко выраженная зира. Вкус непревзойденный просто. Она здесь просто необходима. Друзья, мы будем сейчас завтракать. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.
Смотрите много интересного. Всем пока. До новых встреч.